Apollo, GraphQL. Обычный работяга с завода решил продавать носки. Теперь мы знаем, как зарабатывать, вы месяте и наговнякайте очередные фичи. А он будет кататься на лыжах в Испании. Что? С вами, как обычно, Егор. И сегодня я хочу анонсировать серию роликов. Если, конечно, этот ролик наберет 500 лайков, обязательно зайди, поставь внизу лайк и напиши комментарий. Нужно 500 лайков, вот, чтобы максимально быстро вышел следующий ролик. Так вот, я хочу анонсировать серию роликов, посвященных фронтенду, в первую очередь, потому что я когда задумался, а как вам так рассказать, чтобы было интересно про бэкэнд, Apollo, GraphQL, вообще как делать нормальные продакшены современные. Вот, понял, что, скорее всего, вы не знаете фундамент. Как можно рассказывать что-то интересное, если, возможно, с фундаментом беда? Поэтому я решил рассказать про сам фундамент в ближайшие 3 ролика. Поэтому подписывайся на канал, ставь лайки, поддержи меня. Я расскажу очень интересно о том, что на самом деле происходит под капотом и зачем вообще веб и фронтенд, и что вообще мы как веб-разработчики делаем. Погнали! Пс-пс, друг, знаешь, где сейчас можно не только узнать последние новости о фронтенде, но и вообще быть в курсе последних IT-трендов и вливаться в тусовку единомышленников? Правильно, на конференциях. Я и сам в последнее время стал очень часто на них заглядывать, одним глазом, так смотрю. Вот, поэтому для любого специалиста, который хочет развиваться, обмениваться опытом, а самое главное, нетворкать, рекомендацион из ближайших событий 3-4 декабря Яндекс проводит свою регулярную конференцию для IT-сообществ YATOX 2022, которая пройдет в онлайн-формате. Но что нас ждет? Во-первых, ребята, смотрите, насыщенная программа, 2 параллельных потока про жизнь, про технологии. В первом будут обсуждаться вопросы, как развиваться в профессии, строить команды и бороться с кризисами. А во втором всеми любимые технологии по 4 темам: фронтенд, бэкенд, ML, мобайл. Вообще-то, ребята, будет 80 плюс спикеров, интересные доклады, локализация сервисов, будущие технологии, игры. Как помогают профессиональному развитию? Вы знали? Скучно быть не должно. Оставляю ссылку на регистрацию в описании. Это бесплатно и профитно. Так что переходим, регистрируемся и полетели. Зачем вам сайт? Вы не знали? Подумай, вот зачем? В первую очередь для того, чтобы, конечно же, делать лендинги на тильде. Конечно же, всем нужны лендинги. Вашим друзьям, кто-нибудь приходил, говорил, сделай мне сайт. Конечно, ему нужен был лендинг. Так вот, на сегодняшний день в целом сайты же не нужны. У нас есть Инстаграм, у нас есть ТикТоки. Мы можем, вместо того, чтобы оформлять магазины, мы можем это сделать в социальных сетях. Так спрашивается, а нафига тогда вообще сайт? Если мы в целом не делаем магазины и больше ничем не занимаемся. На самом деле мы как разработчики, если отвечая на этот вопрос по чесноку, мы занимаемся продажами, с одной стороны. То есть нам нужно делать площадки, которые будут активно продавать всякую фигню нашим пользователям. Вот. Есть даже целое соревнование людей, которые делают такие сайты для продаж на сайте Awards.com. Вы можете найти и посмотреть, что они максимально взрывоопасные, просто все завлекает, все максимально эффективно продает. Вот. Продажи очень важны, поэтому мы, как разработчики, являемся частью этой системы. Продавать всякую фигню. Если мы зайдем на Dribbble и посмотрим... зайдите, обязательно зарегистрируйтесь на Dribbble. Это не реклама, но почему бы не зарегистрироваться? Так вот, мы заметим, что вторая категория сайтов, которые часто попадаются, это какие-то админки, системы управления, CRM-платформы, разные площадки для управления и мониторинга. Есть сайты, такие как AMP, которые показывают еще ряд кейсов, которые способствуют продажам. То есть пока все звучит так, что мы делаем всякие тулы для продаж. То есть с одной стороны у нас есть красивый взрывоопасный лендос
продаванский для продаж всякой ерунды. А с другой стороны, у нас есть сайт админка, которая позволяет этими продажами как-то управлять, корзины, всякое такое. И вот где-то здесь есть еще сторис и прочие штуки, которые позволяют нашим пользователям побольше залипать и, возможно, рекламировать. Да? То есть мы занимаемся продажами, рекламой и админками. Пока вот как-то так получается. Здесь возьмем паузу и реально подумаем головой, так ли это на самом деле. Мы, как разработчики, являемся частью сразу многих-многих систем. С одной стороны, если мы пойдем слева направо, лево, так, право. Короче, если вы не сдавали на права, то у меня проблема слева-право. Короче, если мы пойдем слева направо, то мы можем заметить, что с одной стороны, самая яркая часть IT, которая видна всем и каждому встречному поперечному, это, конечно же, потребление. Мы помогаем людям что-либо потреблять. Это может быть новости, это могут быть какие-то контентные штуки, видосы, переписки, просто какую-то информацию. То есть мы вот берем поток информации и помогаем людям его потреблять. Так? Со второй стороны, мы являемся людьми, ответственными за то, чтобы вот это потребление было контролируемым, чтобы мы могли получать какую-то вещь. Это не обязательно контроль над потреблением. Это может быть контроль над производством. То есть это всякие Trello, админки, системы учета времени, системы логистики, всякие банковские ПО, всякие финансовые инструменты, всякие графики и аналитики. Это все про контроль. И с другой являемся частью производства. Мы можем на сегодняшний момент сказать, что, смотрите, есть полностью цифровые продукты, такие как Figma. Да, что это такое? Это просто как молоток, который позволяет производить дизайны. То есть дизайнеры зависят от фигмы, и без фигмы уже многого не могут. Поэтому это инструменты. Мы производим, как айтишники, инструменты, которыми производят продукты. Мы помогаем это все контролировать, а кто-то их потребляет, платит за это деньги. Вот такой вот цикл, если очень-очень грубо. Вот. Мы делаем инструменты, мы делаем сервисные продукты и пользовательские продукты. И в зависимости от того, какими мы разработчиками являемся, важен наш опыт и статус. И когда спрашивают, а как мне попасть в IT, или что мне нужно сдать, чтобы быть молодцом, так в зависимости от того, где ты находишься, нужно знать разные вещи, друг. Вот. Если мы говорим про инструменты, инструменты должны быть сделаны классно. Да? То есть, если мы говорим профессиональные инструменты дешево не стоят. То есть, те же MacBook'и стоят прилично денег. Но если вы задумаетесь и узнаете, сколько стоит профессиональное оборудование, например, на кухню, чтобы готовить еду, это не те тарелочки и кастрюли, которые вы покупаете в магазине на скидосах. Или ножи там по акциям. Да, это совсем другое. То же самое и сервисные продукты. С одной стороны, у нас сервис может быть однокнопочный, простой, например, обрабатывать картинки и добавлять какие-то супер-пупер эффекты. А может быть, это инфраструктурная часть, которая решает большую-большую задачу с адаптацией и использованием и переиспользованием ресурсов максимально эффективно. И вот в зависимости от этих критериев и у нас порог входа будет разный. Да? То есть профессиональные инструменты не могут быть сделаны плохо. Если они сделаны плохо, то пойдут к другому человеку, который сделает этот инструмент лучше. Профессиональные инструменты, они на то и профессиональные. И, скорее всего, эти инструменты делают профессионалы, которые хорошо разбирают в своих делах. Уже с инфраструктурой могут быть вопросы. Тут можно сделать и подешевле, и подороже, на любой чек. Но когда мы говорим про пользовательские продукты, которые уже потребляют, например, iPhone. iPhone мы можем сказать, окей, это профессиональный инструмент для блогеров, которым нужны 3 крутые камеры, туда-сюда. Но если мы говорим про пользовательские приложения, то они могут быть на самом деле любого качества. Потому что если, например, мы делаем медицинское оборудование, давайте вот с медициной, мы делаем медицинское оборудование, то если с ним что-то пойдет не так, возможно, кто-то умрет. Но если мы делаем какие-то смайлики в ТикТоке, или какой-то фильтр крутой, или какое-то там приложение для формирования какой-то ленты, то люди покупают это приложение как инструмент, чтобы сделать какой-то продукт. Но если даже он будет калечный, очень плохо сделанный, никто не умрет.
Поэтому на потребление, если наш продукт или наш сайт заточен на потребление, он может быть отвратительным, просто очень плохо сделанным. Нам нужны вот такусенько маленькие скиллочки. Вот. Я надеюсь, немножко разобрались. Хорошо. Пример на эту тему и пойдем дальше. Ну вот представьте, что в производстве это какой-то большой комбайн, да, то есть мы едем на крутой большой технике, которая стоит прилично денег, и если мы эту технику сломаем, нас просто вздернут. Но если мы в сервисе и учете, то мы уже как кассир или главный по кассирам, я не знаю, как эта должность называется. В общем, мы работаем в магазине, расфасовываем продукты или на складе. Да, какие у нас компетенции с водителем уже тяжелой специализированной техники? Само собой поменьше. Но если мы уже покупатели, то нам могут всякую фигню продавать. Мы можем быть абсолютно профанами, поэтому в зависимости от этого наши скиллы могут становиться все меньше и меньше. То есть от производства к потреблению профессиональные скиллы требуются все меньше и меньше. Вот такая мысль. Я, возможно, не прав. Если я не прав, пишите в комментариях. Но давайте вспомним и, по хорошим словам, веб-мастеров. Например, возьмем вот такой вот выдуманный мной пример из головы. Предположим, я, как обычный работяга с завода, решил продавать носки. Я прихожу куда? В маркетинговое агентство. Я говорю, у меня есть $300, сделайте мне, пожалуйста, магазин, я хочу продавать. Я ничего не знаю про интернет. Круто, да? Мы берем $300 и считаем вот что. Например, сколько стоит сделать сайт на тильде во времени? Например, 8 часов. Предположим, 8 часов любого человека с улицы, который просто зайдет на тильду и посмотрит ролик в Ютубе. Вместе с обучением это займет 8 часов. Окей, мы берем $300 за 8 часов. Получаем, что такой работник будет стоить в среднем, пускай мы его наймем очень-очень дорого, за $10 в час. Это примерно столько, сколько платят джунам за работу. Так вот, давайте теперь все подсчитаем. Если мы просто обобщим, сколько есть маленьких всяких разных бизнесов, совсем вот таких маленьких, крошечных людей, которые мало чего знают в интернете, но это просто обычные бизнесы. Купи, продай, арбузы, там, картошка, кофейня. Вот. Таких бизнесов около 363 тысяч только в Беларуси. И то я это прогуглил в интернете, эта цифра не точная, их, скорее всего, намного больше. Но в любом случае, мы получаем, что в среднем мы наняли человека поработать 8 часов, заплатили ему $80, в карман мы положили $220, минус всякие налоги, махинации, и все равно мы заработали больше $150 за то, что наняли человека с улицы, который делает сайты на тильде. И вот теперь подумайте, вот когда вам в следующий раз придет кто-нибудь и скажет, а сделай мне, пожалуйста, сайт за $300, вспомни про маркетологов. Маркетологи на самом деле это хорошая индустрия для зарабатывания денег. Вот. А как заработать на сайте? Маркетолога знают, как зарабатывать. Или точнее, теперь мы знаем, как зарабатывать на маркетологах. Мы теперь немножко умнее. Вот. Но как заработать на самом сайте? Неожиданно оказывается, что кроме заработка в интернете от 1xbet есть намного больше разных вариантов. Например, мы можем заработать, опять же, что-то продавая. Например, как на Алиэкспрессе. Мы можем продавать корзины, какие-то виджеты, телеграм-боты. То есть нам в любом случае нужен какой-то магазин. То есть если мы не продаем, то, скорее всего, мы и не зарабатываем. Да? Тогда мы опять возвращаемся к тильде.
и делаем что-то на тильде, и вот оно, вот наша продажная страничка. На самом деле эта тема немножко уже устарела, потому что ребята из Гугла не тупые, вот они, наверное, что-то соображают. В общем, они подумали, а зачем вам делать сайты на тильде, когда вы можете взять свою компанию, оформить ее в Google компаниях, облаках, и в целом что человек сделает? Он найдет целевое действие. Чтобы зарабатывать на сайте, оказывается, нужно целевое действие. Это не лайки, это не просмотры, это целевое действие, которое позволит вашему клиенту, потенциальному пользователю сайта и вами заключить какую-то сделку, которая именно вам от этого человека принесет копеечку. Вот. Единственный способ заработать на сайте вот примерно такой. Да? Заключить сделку с клиентом, чтобы он за это заплатил. И неожиданно вот это вот как-то вот так выглядит, вот так, как-то так просто. Есть человек с деньгами, есть какой-то наш крутой сайт, есть какое-то целевое действие. Где-то там мы какую-то говнологику делаем на сервере и получаем какую-то услугу, которая уходит нашему клиенту, за что он платит деньги. Вот таким образом мы зарабатываем. И в общем случае это все выглядит как кнопка «Делать деньги». Как бы странно ни звучало, но мы делаем кнопку «Делать деньги». За это нам работодатель платит деньги, потому что он хочет такую кнопку, которую будут нажимать его люди, клиенты. Короче, я что хотел сказать. React, Angular, Vue, jQuery, любой другой фреймворк не приносит вам денег. Приносит деньги именно решение задачи с целевым действием. Как только вы ее начинаете понимать, как только вы можете ее хотя бы выделить, ради чего это все, тогда вы понимаете, какие технологии лучше использовать. Потому что под каждую задачу свой инструмент лучше, и нету какого-то одного инструмента, и поэтому эти все спекуляции, какой фреймворк учить, какой язык учить, а может любой, вот. Эти технологии все не приносят денег. Что же приносит? Ну, если погуглить, то на фрилансе выглядит, что на самом деле оно приносит денег через фриланс, через найм, но напрямую нет. Да? То есть вам нужен заказчик, который заплатит вам за то, что вы сделаете ему что-то с целевым действием. Сложно, но мне показалось, что сложновато. Поэтому давайте отвлечемся. Давайте отвлечемся на второй вопрос. Если мы знаем, как зарабатывать на сайте, что нам по-любому нужно целевое действие, как нам понять, что сайт хорош? Это второй вопрос, который нам надо решить, прежде чем понять, а что вообще фронтенд, зачем мы тут, что мы делаем. Короче, критерии хорошего сайта. Они достаточно простые, да? То есть нам часто говорят в интернете, что хороший сайт – это быстрый сайт. Чем быстрее, тем лучше. Реактивный, молниеносный. Иногда я слышу на конференциях, в спорах разработчиков, что хороший сайт – это сайт, в котором не надо ничего рефакторить, там код чистый, все супер, все великолепно. Я еще иногда слышу, что, современный хороший сайт должен быть SEO-оптимизирован, очень быстро отрабатывать, Google должен его вверх подкидывать, в социальных сетях он должен хорошо индексироваться и куда-то улетать. Должно быть SEO. Иногда говорят, что, у вас сайт говно, он не хороший. То есть, когда говорят сайт говно, он не хороший, потому что он не на модном фреймворке. Он написан на каком-нибудь старом чем-то. Или он выглядит некрасиво, или еще что-то. На модном фреймворке. Иногда можно услышать, что, боже, какой галимый сайт, он так плохо масштабируется, что, боже, как вообще, почему такое говно, и за него платят, вот. И он еще тестами не прокрыт, фу-фу-фу, параша какая-то. Короче, хороший сайт – это сайт, который решает простую задачу. У сайта есть доходы и есть расходы.
И как только доходы превышают расходы, это хороший сайт. Он приносит деньги. Сайт зарабатывает деньги, он хороший. Может, вы недостаточно хорош для этого сайта, но сайт в этом случае достаточно хороший и прибыльный. И пока его доходы превышают его расходы, все отлично с этим сайтом. Он великолепный. И если вы знаете, как увеличить доходы при таких же расходах или меньших, ну отлично, это можно продать, это хорошая идея, это позволит заработать. Это второй способ заработать в интернете денег. Оптимизировать сайт или развивать сайт. Короче, в расходах на сайт у нас, конечно же, разработка. Нам надо понимать, чтобы порог входа разработчиков, любых людей, которых мы наймем дорабатывать или развивать этот сайт, был простой. Если нам нужны супер-пупер гении, которые закончили университет, потратили 10 лет, как в медицине, да, потратили 10 лет на обучение, практику, стажировку и наконец-то получили свой диплом, то если вдруг что-то с этими людьми случится, нам потребуется 10 лет, прежде чем запустить сайт заново. Насколько быстро может вестись разработка? Если скорость достаточно быстрая, в зависимости от разных сайтов, от разных доменов, может значить очень разное. Для кого-то обновление раз в год – это очень быстро, а для кого-то раз в неделю это очень медленно. Да? То есть критерий «быстро» ничего не дает, никакой информации. Надо понимать, что конкретно в этой задаче быстро и медленно. И второе – это гибкость. Насколько мы гибки к изменениям. Зачем нам быть гибкими? Я не знаю. Вот, я затруднюсь ответить на этот вопрос. Но у меня есть предположение, чтобы подстраиваться под меняющиеся условия рынка. Но зачастую гибкость звучит так: мы не знаем, что мы делаем. Вот, поэтому мы хотим быть гибкими, и поэтому в конце концов у нас получится плохой сайт, у которого расходы превысят доходы. Короче, расходов сайта – это содержание. То, над чем зачастую все фокусируются. То есть сайт легко доставляется клиенту, его легко масштабировать, то есть много серверов открывать, большую аудиторию держать. Вот тут все и сидят. Все крутые разработчики занимаются этими задачами. Поэтому все статьи от этих разработчиков, они про содержание. Они зачастую не про разработку, а про содержание. Почему? Потому что у больших сайтов с большими нагрузками много денег, и они решают свои задачи для масштабирования. И когда мы начинаем погружаться в IT-разработку, особенно во фронтенд, мы первое в чем тонем, в том, что надо все оптимизировать. Это скорость, этот фреймворк быстрее, этот медленнее. А какая разница, если они все денег не приносят, и у нас там плохая идея вообще. Вот. Внедрение. То есть то, про что, опять же, большинство сайтов забывает, это предсказуемость и эксперименты. Зачем нужны эксперименты и предсказуемость? Ну, у нас есть гипотеза, например, у меня, что если мы добавим вот эту жирную кнопку вот здесь, в такую большую, то это принесет нам много денег. И я хочу это проверить максимально быстро, не повредив сильно сайту с доходами. То есть любой эксперимент – это риск. Вот. Если мы рискуем большой частью доходов, то, наверное, риск не оправдан. И вот эта вот возможность продукта рисковать, что-то внедрять, это способ выживания. Если эта часть отсутствует в проекте, а зачастую отсутствует, особенно в больших проектах, то, к сожалению, сайт потихонечку так умирает. Просто он медленно умирает. Он может годами умирать, так что ничего страшного. Вот. В моей какой-то вселенной я бы отсортировал все по-другому. Очень важно сосредоточиться на внедрении, на экспериментах и предсказуемости. Если мы можем быстро экспериментировать и предсказуемо как-то обрабатывать результаты, это хорошо. Отлично. Идем дальше. Если мы вот выбрали фреймворк и технологии, которые это позволяют нам делать, отлично. Если нам это еще при этом всем мы подобрали критерии, при котором содержание достаточно недорогое, и мы можем это легко масштабировать при всем этом. Легко, опять же, понятие относительное. Вот. Это тоже хорошо. Это уже снижает критерии выбора фреймворка, технологий и прочее. И последнее, что немаловажно, это сами разработчики. Есть ли они вообще на рынке на этих технологиях или их нет? Насколько сложно обучиться этому всему? Сложно, ну, наверное, надо поискать что-то еще, какие-то еще варианты.
Вот. Ну и по этим критериям мы можем, например, что сделать? Мы можем потестировать фреймворки. Наконец-то это война, типа Angular, React, там что-нибудь, Vue.js. Вот. Ну, например, почему Angular хороший или плох? С Angular все хорошо на масштабированиях, на доставке клиентах, на работе над большими сайтами. Angular реально хорош, он был создан для работы над большими проектами, большими командами. Все здесь у него хорошо. Но у него все плохо с экспериментами и предсказуемостью. Почему? Да, все очень просто. Это корпоративный инструмент для решения корпоративных задач. А в корпорациях и на эксперименты нужно вот много времени. Что в целом делает его непривлекательным для сайтов и проектов, где нужно экспериментировать очень много. Вот. Но недостаточно гибок для того, чтобы внедрять вообще самые горячие пироги с рынка. Вот, что React можно сказать? Опять же, это все мое мнение, вы можете его оспорить в комментариях, но я делюсь. Смотрите, с React все наоборот. Мы можем все делать, и эксперименты, и как-то более предсказуемо отлаживать состояние компонентов, и все-все-все дебажить. Все супер. С экспериментами реально все отлично. Но у React достаточно высокий порог входа разработчиков, между прочим. То есть Angular делать проще. Просто вот с порога я ничего не умею, ничего не знаю, и Angular мне будет намного проще. Вот. И содержание React проекта дорогое. Потому что React это все-таки библиотека, это не фреймворк, он не решает множество задач. Он решает одну задачу, он дает вам песочницу для программирования экспериментов. Вот, поэтому масштабировать React-приложение порой дико сложно и дорого, и вам нужны дорогие разработчики, которые не один такой, ну как, по крайней мере, убили 5-10 проектов по дороге, поэкспериментировав и знают, что вот сюда пойдешь, умрешь, сюда пойдешь, поломаешься. Вот, поэтому зачастую вокруг React и много разных идей, и нету какого-то одного единого мнения, как делать. И это порождает то, что в каждой проектной React он по сути уникален, да, ты заходишь в новый проект, и тебе каждый раз приходится учиться, и это его большой минус. Вот. А что же касается про Vue.js, например, у Vue.js я бы не сказал, что это предсказуемая библиотека, все-таки она для меня достаточно непредсказуемая. Я могу на ней экспериментировать достаточно недорого, но предсказуемость результата очень сильно зависит от качества open-source библиотек, а на Vue.js, к сожалению, они очень говно. Вот. И намного больше на React и Angular вместе взятых. Так вот, может поломать мое Vue-приложение. Если я не работаю в большой компании, то делать проект на Vue большой мне будет очень дорого. Вот, поэтому будет с масштабированием реальная жопа. Вот, попадает вот в такую категорию. Низкий порог входа, потому что он непопулярный. Высокая скорость разработки будет отсутствовать, потому что вы постоянно будете сталкиваться и оставаться один в поле воин в каких-то узких местах. То есть какой-то сценарий, про который фреймворк вам рекламирует, вам будет легко пробегаться. А если что-то право-лево, все, ты один. Вот, поэтому и с предсказуемостью беда. Вы не можете предсказать, как этот фреймворк поведет себя на больших приложениях. И с масштабированием у вас будет беда. Вот. Если все подрезюмировать, я бы сказал вот так. Хороший сайт – это прибыльный сайт. Если он прибыльный, неважно, как он выглядит, неважно, на чем он написан, узнайте, в чем его секрет, почему он такой прибыльный, почему люди все еще им пользуются. И вот вы поймете, что даже этот говносайт, который вы на перекурах и на курилках ругаете и поливаете какашками, он хороший, это хороший сайт, он приносит деньги, он кормит вас, вот вы работаете на нем, это же хороший сайт. Придите с теплыми чувствами, сядьте и наговнякайте очередные фичи. Короче, давайте вот на этом этапе остановимся, переварим все, что у нас есть, вместе со мной подрезюмируем, сделаем выводы и уже встретимся в следующем ролике. Короче, сайт – это площадка для целевого действия. И всего лишь, если у вас много целевых действий на сайте, за которые люди платят деньги, то у вас есть проблема с UX. Вот, потому что сайт это все-таки вот такой вот сценарий. Это как воронка продаж. Мы идем и выполняем целевое действие. И если нам быстро и удобно его выполнять, мы будем пользоваться снова и снова, как мышки, которые жмут дофаминовую кнопку.
Вот. Сайты бывают для потребления, контроля и учета. Сайты бывают для потребления, контроля и учета, и производства. Да, то есть мы можем что-то производить с помощью сайта, например, как Figma, что-то делать, инструменты. Мы можем вести какой-то контроль всего, что происходит в нашей платформе, на GitHub. Вот когда вы вспоминаете вот эти штуки, GitHub, Jira, таск-трекеры любые, это же системы контроля. Они есть не только для разработки, они есть и для бухгалтеров, и для всяких там логистических задач, для банка. Банк же тоже, по сути, делает учет ваших денег, криптовалюты, а также для потребления. И вот зачастую мы имеем 3 разных рынка, которые с собой конкурируют. И разработчики между этими рынками спорят, кто из них молодец. А на самом деле они все молодцы и все правы одновременно. Потому что в потреблении нужны будут одни технологии, одни скорости разработки. В производстве другие, люди нужны разные. Вот. Подумайте, в каком проекте находитесь вы, напишите мне в комментарии, мне интересно. Такой вот соцопрос. Короче, и резюмируя все, хочу сказать, что хороший сайт – это прибыльный сайт. Если он прибыльный, все у вас великолепно, вы работаете над прибыльным продуктом, круто, круто, здорово. Если сайт не прибыльный сам по себе, а живет за счет инвестиций, то, скорее всего, в нем есть проблемы, есть какие-то фантазии о том, что он когда-нибудь станет прибыльным, и это может быть и отражаться на вашей работе, на вашей команде и атмосфере. Поэтому следите за вашими продуктами внимательно, следите за тем, чем бы вы хотели заниматься на самом деле, и выбирайте подходящий продукт и сайт, над которым вы будете трудиться. А на этом у меня все. Увидимся в следующем ролике. Пока!